All right, Second Chronicles. Итак, вторая книга Паралипоменон. Remember that this was part of one book with First Chronicles. Помните, что это часть одной и той же книги, да? То есть вместе с первой Паралипоменон. So whatever we said about the introduction, First Chronicles would apply also to this book. И все, что мы сказали во вступительной части про первую книгу Паралипоменон, относится также и ко второй. Okay, when was the book written? И когда была написана книга второй Паралипоменон? 450-425 BC. Okay, to whom? Для кого? Для вот этих переселенцев. For Jewish exiles from Babylon. So what would be the purpose for the writing? И цель этой книги какова? To show the God's faithfulness to His promises. Okay. Now, Second Chronicles is going to be parallel to First and Second Kings. И второй Паралипоменон, кажется параллельной книгой к третьему и четвертому царству. Oh, yeah, I forgot. I was going to point out something to you. И я забыл, я вам хотел кое-что показать. Go back to First Chronicles. Давайте откроем еще раз первое Паралипоменон. Chapter 20. Глава 20. But notice, Но обратите внимание, neither is mentioned here. ни Версалия, ни Урия, ничего не сказано здесь. Is that not strange? Не странно ли это? It wasn't a matter of hiding it, it was a matter of omitting it. То есть вопрос был не в том, что они скрыли это, вопрос в том, что они этот эпизод пропустили. And also, as we read Second Chronicles, И также, когда мы читаем книгу второе Паралипоменон, it virtually ignores the northern kingdom. практически она вообще не говорит о Северном царстве. Now, of course, he is writing to the people who came back from captivity, and they were from the southern И, kingdom. конечно, книга написана в первую очередь людям, вернувшимся из плена, и они в основном были из Южного царства. But also, in the northern kingdom, all of the kings were apostate and evil. Но также в Северном царстве, мы знаем, все цари были отступники и нечестивцы. And Second Chronicles primarily focuses on those kings who did walk after the lifestyle of David. И вторая книга Паралипоменон фокусируется в первую очередь на царях, которые шли стопами Давида, подражали ему. So it also omits talking about many of the evil kings and evil things that took place in the history of the southern kingdom. И там пропускаются вообще многие такие нечестивые цари или нечестивые истории, связанные с царями Южного царства. Alright, so chapters 1 to 9 describe the building of the temple under Solomon. Итак, вторая книга Паралипоменон. С 1 по 9 главы описывается постройка храма Соломоном. Chapters 10 to 36 give the history of the southern kingdom of Judah. С 10 по 36 дают нам историю Южного царства Иуды. Up to the destruction of Jerusalem and the exile of the people to Babylon. Вплоть до разрушения Иерусалима и изгнания народа в Вавилон. And it devotes extended sections to the lives of the kings who brought about revival and reforms. И значительные расширенные отрывки посвящены царям, которые принесли какие-то духовные реформы и пробуждения. Asa, Царь Аса, Jehoshaphat, Иосафат, Joash, и Иосия, Hezekiah, Иезекия, Josiah. Иосия, Иоас, да, царь Иоас. So, Chronicles does go over some of the same history as Samuel and Kings, but from a different perspective.
И книги Паралипоменон, они по сути ту же самую историю рассказывают нам, израильскую, но с другой точки зрения. And it does it to emphasize certain things. И это делается для того, чтобы подчеркнуть, сделать акцент на определенных аспектах. So in 1 Chronicles, David is the subject. И в первом Паралипоменон основной герой это Давид. In 2 Chronicles, it's the house of David. И во втором Паралипоменон дом Давидов является основным действующим лицом. In Kings, the history of the nation is given from the throne, from the perspective of the throne. Да, в книгах царств история царей, она с точки зрения престола, с точки зрения политической изложена. But in Chronicles, it's given from the perspective of the temple. Но в книге Паралипоменон история царей изложена с точки зрения храма. Понятная идея? So in Kings, the palace is central. In Chronicles, the temple is prominent. То есть, если в книгах царств дворец царский является основным местом действия, то в книге Паралипоменон храм является основным местом действия. So Kings, we would say, is more political, while Chronicles focuses on the spiritual element. То есть книга царств, она более политически акцентирована, а в книге Паралипоменон более духовный акцент. And it's really, this book is really more than a history. И эта книга, она больше, чем просто история. It's God's commentary on the spiritual characteristics of David's dynasty. Это Божий комментарий к духовному состоянию, к духовным характеристикам династии Давида. So the focus is on the kingdom of Judah, the southern kingdom. И фокус здесь, конечно же, на Иуде, на царстве Иуды, на Южном царстве. Where there were some godly kings. Там были какие-то благочестивые цари время от времени. And it also tells us why the northern kingdom with no godly kings is ignored for the most part. И также это нам объясняет, почему, скажем, Северное царство, где благочестивых царей не было, в принципе, игнорируется в книге Паралипоменон. Okay, key verses. Итак, ключевые стихи. Okay, chapter 7, verse 14 is a verse that is frequently quoted. Второй Паралипоменон, 7 глава, 14 стих, он очень часто цитируется. Второй Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. What about the next verse where God says He will pay attention to prayer made in this place? А что по поводу следующего стиха, 15, где Бог говорит, что Он будет внимателен к молитве на месте сём? Ныне очи мои будут отверсты, уши мои внимательны к молитве на месте сём. What about in verse 12 where he talks about this place that God has chosen as a house of sacrifice? Что по поводу 12 стиха, где является Господь Соломону ночью, говорит, что «Я избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Относится к скинии, к храму. So, it is referred to the temple. Well, that's talking about the temple. Да, говорится о храме. In verse 16, I've chosen and sanctified this house. Ныне я избрал и осветил дом сей, That my name may be there forever. чтобы имя мое было там вовеки. And in verse 20, И 20 he стих. says, if you don't obey my commands, I will uproot them from my land which I have given them. И если вы отступите от моих заповедей, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал ему. So we would understand by a careful interpretation of verse 14 И, нам нужно понять и внимательно истолковывать аккуратно стих 14.
that when he says my people, he's talking about the Jewish people. И нам нужно понимать, что когда Бог говорит «народ мой», то говорит Он про израильский народ. They are called by his name. Именно они названы Его именем. They are called Israel. Они названы Израиль. Okay. So, and also he says, I will heal their land. И также Он говорит, что «я исцелю землю их». So I believe that by strict interpretation, this applies to Israel and not to any other particular nation. Ну и, скажем так, если так уже строго толковать технически, то это применимо в первую очередь к Израилю, этот стих. Именно к Израилю, а не к какому-то другому народу. However, Но, тем не менее, there are certainly principles to be seen. Очевидно, мы можем здесь увидеть принципы некоторые. And we have statements like Proverbs 14:34. Мы видим похожее утверждение, как, например, притчи 14:34. Праведность возвышает народ, а беззаконие бесчестие народа. Now, does that apply to Ukraine? Применимо ли это к Украине? Да. Yes. Да. Okay. Тут, конечно, It says to any people. к любому народу применимо. It's not talking about a specific nation here, but any nation. То есть там уже говорится не о каком-то конкретном народе, а о любом народе. But other nations are not given the same promises as Israel. Но, конечно, другим народам не даны такие же обетования, как Израилю. But certainly we can find principles here that when the people of God obey God, there will be blessing. Но, очевидно, мы можем здесь видеть принцип, что если народ Божий послушен Богу, то придет благословение. And certainly we need to humble ourselves, И, очевидно, нам нужно pray, seek God's face, turn from wicked ways. смирять себя, молиться, искать Божьего лица, отворачиваться от худых путей. Okay, so let's go down to chapter 16. Ну, давайте к 16 стиху перейдем. And verse 9. Я прошу прощения, к 16 главе, к 9 стиху. 2 Преподает, 16 глава, 9 стих. Eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. What do we learn here? Чему мы можем научиться здесь? Does the Lord have eyes? Есть ли у Бога глаза? Очи. Do they run? Они как, обозревают землю? Да. Yes. What does that mean? Что это значит? Он все видит и знает. He knows everything, he sees everything. He's omnipotent and omniscient. Okay. What else? Что еще? This is an example of anthropomorphism. All right. Хорошо. What does it mean that he will show himself strong? Что это значит, что он поддерживает тех? Like strengthening in a way, yeah? Он защищает их, So he will protect them. заботится о них. He is caring for such people. He's caring for them. Он Yeah. заботится о них, да.
In other words, he's going to show that he is faithful, he's going to show that he is loving, he is going to bless them. Он покажет свою верность, любовь, он благословит таких людей. And he does this to those whose heart is loyal to him. И он это делает в отношении тех, чье сердце предано ему. In chapter 36, А в главе 36, and let's look at verse 14. давайте 14 стих посмотрим. 36 глава, 14 стих. Now this is talking about the time of the destruction of Jerusalem. И говорится здесь о временах разрушения Иерусалима. Go ahead, read verse 14. Читайте, пожалуйста. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражали всем мерзостям язычников и сквернили дом Господа, который Он осветил в Иерусалиме. Now this has always been a problem for the Jewish people, Но вот это всегда была проблема для еврейского народа. in that often they did not want to think for themselves, but simply follow their leaders. Очень часто они не хотели даже думать своей головой и просто следовали за своими лидерами. That happened during the time of Christ. Это случалось во времена Христа. It was the leaders, both political and religious, who William. led the people to shout against Jesus. Были руководители и политические, и религиозные, которые побудили людей кричать, возвышать голос против Иисуса. The people were saying, could this be the son of David? Could this be the Messiah? И люди так тоже начали задаваться вопросом, может ли это быть Мессия, может ли он быть сыном The Давида? leaders are saying, no, he's an agent of Satan. И люди задавались такими вопросами, и лидеры им отвечали, не, это посланник сатаны. And throughout their history, they have followed their leaders. И в течение всей своей истории и израильтяне, и евреи, они следовали за своими руководителями, за своими лидерами. And often they have done this blindly, without thinking. И очень часто следовали просто слепо, без всякого размышления. But in verse 15, the Lord God of their fathers sent warnings to them by his messengers. И в 15 стихе мы читаем, что посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих. Verse 16, they mocked the messengers of God, despised his words, and scoffed at his prophets. Но 16 стих говорит, что они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его. And they did this until the wrath of the Lord arose against his people, until there was no remedy. И делали это вплоть доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения. You see, it reaches a point where there is no remedy. То есть, понимаете, можно достигнуть той точки невозврата, когда уже нету спасения. And who knows when you will reach that point. Кто знает, когда вы достигнете этой точки. Пройдете черту невозврата. So, because they rejected the word of the Lord, И поскольку они отвергли Слово Господне, verse 17, he brought against them the king of the Chaldeans. стих 17, он навел на них царя Халдейского. Verse 18, they took everything out of the temple. А стих 18, они вынесли все из храма. Verse 19, they burned the house of God. Стих 19, они сожгли Дом Божий. Broke down the wall of Jerusalem, burned all its palaces. Разрушили стену Иерусалима, все дворцы его сожгли огнем. Okay? And those who didn't die by the sword, И тех, кто не был истреблен мечом, they were taken captive to Babylon. они взяли рабами в Вавилон.
where it says they became servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia. И были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, 20 стих. Verse 21, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths. И 21 стих. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих». As long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. What is that about? Что, о чем здесь речь? They had the Sabbath year У них был субботний год. that every seventh year they should not work the land. Каждый седьмой год они не должны были работать на земле. And every 50th year also. И также каждый 50-й год. So, this means not only the seventh, on the 49th year, that would be a Sabbath year. 7th year. A Sabbath. Да. То есть на 49-й год должна была быть суббота. Да? То But есть, the next year would be what they called the year of Jubilee. А следующий год назывался 50-й. Понятна мысль? The 50th year, 50-й год. that was also a year which they were not to work the ground. Тоже это был год, на который они не должны были трудиться на земле. Okay, these would be Sabbath years. Вот смотрите, вот это субботние годы. Да, каждый седьмой год. And И year 50. 50-й год. Юбилейный. Понятно? 2 года подряд земля отдыхает. В конце каждого 50-летнего. In this year, И в этот год okay, all debts are canceled. все долги отменялись. All land was to go back to its original owner. Вся земля уходила своему изначальному владельцу. Okay, slaves were to be set free, Рабов надо было отпускать. and they were not to work. И они не должны были работать в юбилейный. You know what? И знаете что? They never did this, Они никогда этого не делали. as far as not working. Ну, по крайней мере, в части не работать на земле точно никогда это не делали. Okay, 49th year, Sabbath year. Don't plant your crops. Don't harvest anything. 49-й год, в субботний год, не насаждай никаких растений, никакого урожая не собирай. Well, how are you going to live? Так как же жить тогда? Oh, you see, in year 48, Ага, смотрите, в 48-м году God will give you enough. Бог даст вам достаточно. See here, in year 13, God will give you enough. И в 13-м году Бог даст вам достаточно. So you don't have to work. Так что вам не придется работать. Not necessary. То есть не будет обязательно. Trust the Lord. Доверяйте Господу. He will provide. Он обеспечит. Интересно, хоть кто-то так поступал? So it's interesting. Did anyone Хотя бы кто-то. We don't have any record that anyone did. made this? Но нет у нас никаких записей, что кто-то хотя бы так. And certainly as a nation they did not. И однозначно, что как народ они точно так не поступали. And then look at this. No work on year 49, no work in year 50. И посмотрите на это. Не работая не только в 49-й, но и в 50-й год. Oh, it's going to take some faith, isn't it? О, тут уже надо нам веры немножко, да? I'm going to have to believe that what God gives me here is enough. Мне нужно верить, что то, что мне Бог дал в 48-й год, достаточно. See, and it's like the Sabbath day. Это вот как день субботний. I don't have to work 7 days a week Мне не нужно работать 7 дней в неделю, in order to earn a living. чтобы заработать себе на жизнь. And resting on that seventh day is a way of honoring the Lord. И мне нужно покоиться в день субботний таким образом, чтобы это приносило славу The Господу. Lord will give me enough. Господь даст мне достаточно. I don't have to work every day. Я не обязан работать каждый день.
Some people say, oh no, I have to make the money, I will lose money if I don't work. И некоторые люди говорят, не-не-не, мне надо деньги делать. Я, если не буду работать, деньги буду терять. Well, God created the Sabbath day for man's benefit, Но Бог создал день субботний для блага человека. but also by observing the Sabbath day, Israel showed that they depended on the Lord, and this was to give glory to God. Но также, соблюдая день субботний, Израиль показывал свою зависимость от Бога, и это приносило Богу славу. So Jeremiah said, well, you're going to be in captivity 70 years in order to give the land rest. Мы были в плену 70 лет, чтобы земля отдохнула. So we're going to have to say there were more than 490 years in Israel's history where they did not observe the Sabbath year. То есть мы можем сказать, что было минимум 490 лет в израильской истории, когда они год субботний не соблюдали. All right, let me see where we are here. Так, где мы там сейчас? Okay, and let's go back to chapter 5. Давайте откроем 5 главу. Verse 1. Стих 1. All the work that Solomon had done for the house of the Lord was finished. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. He brought in all the things which his father David had dedicated. И принес Соломон посвященное Давидом отцом его. So they worked on the temple for 7 years. Итак, они работали 7 лет над храмом, над Tens строительством. of thousands of workers. Десятки тысяч работников. And apparently this was the most beautiful building in the world. И однозначно это было самое прекрасное строение в мире. I think we can't imagine. И я думаю, что мы даже не можем представить этого. But all over the world, people had heard about this magnificent temple. Но люди со всего мира слышали об этом потрясающем, великолепном храме. So, 2 Chronicles is all about Solomon. И вторая книга Паралипоменон практически полностью посвящена Соломону. And then Solomon dies, and it follows the kings of Judah. И Соломон умирает, и вслед за ним на престол восходят вот цари иудейские. And then we have the decree of Cyrus. И мы в конце видим указ Кира. In chapter 36, И вот в 36 главе. in the first year of Cyrus, king of Persia, 22 стих. Первый год Кира, царя Персидского. it would have been 538. Это будет 539 год. The word of the Lord, that the word might be spoken, that the word of the Lord spoken by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation. возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить And he put it in writing. по всему царству своему словесно и письменно, и сказал, Verse 23. стих 23, Read that. «Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Господь Бог Его с ним, и пусть Он туда идет». What? So, seems like he was a believer.
Certainly he recognized that God was the sovereign, Но однозначно он понимал, осознавал суверенность Божью. and it looks like he understood that he was king because of God. И кажется, он понимал, что царем он был благодаря Господу. So it's very possible that he was a believer. И очень возможно, что он таки был верующим. Интересно, читал Исаию? It's interesting, did he read Isaiah? How so? It's interesting, did he read Isaiah, the prophet, who mentioned his name? Why? Почему? Ну, типа пророчество про Кира в 48-й год, 40... Because in Isaiah 48, 44. there is a prophecy about Cyrus and his name directly mentioned. Mm-hmm. And why? Ну, мог бы себя там увидеть, вау. Maybe he could see himself in that prophecy. Историю изучал там. Maybe he was studying history. He was what? Maybe he was studying history. Ну, к примеру, Даниил, когда с ним говорил, мог бы сказать, смотри, в Исаии про тебя написано. Because, for example, Daniel, who was close to him, he could say to him, see, like, this is not book of Isaiah and your name is here. Mm-hmm. Is there? Может, это тоже было как Даниил. And maybe that was a testimony for him. Okay. Yeah, the thing that's significant about Cyrus Ну, in Isaiah 44 что является очень таким значимым фактом касательно Кира в Исаии 44 главе? when did Isaiah prophesy? Когда Исаия пророчествовал? Несколько сотен лет. So few hundreds of years before Cyrus. Yeah, he prophesied in the 8th century Он пророчествовал Исаия before где-то Christ. Yeah. в 8 столетии до Рождества Христова. He prophesied before the fall of the northern kingdom. Он пророчествовал еще до падения Северного царства. Okay, so now we have Cyrus, and he doesn't come along until the 6th century. И теперь у нас уже есть Кир, и он появляется на исторической сцене только в 6 столетии. So we have at least 200 years. То есть как минимум 200 лет. So we find Cyrus И вот мы видим Кира, mentioned in Chronicles, which of course was written late. упомянутого в книге Паралипоменон. И, конечно, книга написана намного позже, чем Исаия. Okay. Now Cyrus gives this decree that permits the Jews to return to their land to rebuild the house of God. И Кир издает этот указ, который позволяет евреям вернуться в свою землю и восстановить Дом Господень. And so in verse 11, И вот в стихе 11 it says that Sheshbazzar took the captives who were brought from Babylon to Jerusalem. что все вот это имущество разное взял с собой Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. This is 537. Это тоже 537 год где-то. And it lists the people И who перечисляются returned with him. дальше люди, которые с ним вернулись. In verse 64 of chapter 2, Во второй главе, 64 стихе, the whole congregation was 42,360. 62,
verse 64. Да, 64 стих 2 главы. Все общество вместе состояло из 42 360 человек. Besides their servants. Кроме рабов их и рабынях. And then it gives the number. И тоже число рабов и рабынь приведено. Okay, so this is the first return. И вот это вот первое возвращение, первая волна возвращения. And so now they begin, when they get back to the land. И когда они вернулись в землю, in chapter 3, в 3 главе, in verse 1 it says, the people gathered together as one man to Jerusalem. В 1 стихе сказано, что когда наступил 7-й месяц, сыны Израилевы были в городах, собрался народ как один человек по Иерусалиму. And then Joshua, the son of Jozadak, and his brethren, the priests, and Zerubbabel. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель. They built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it. И соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем все сожжения. So they come back and it's interesting that they begin to offer sacrifices on the altar before there is a temple. И они вернулись, и интересно, что они начали приносить жертвы на жертвеннике еще до того, как появился храм. Well, there are many today who believe that the Jews could not offer sacrifices today because they don't have a temple. И многие люди в наше время так верят, что евреи не могут приносить жертвы, поскольку нету храма у них. But I think that не их. they could build an altar and begin to offer sacrifices. Но я думаю, что они вполне могут построить себе алтарь и на нем начать, жертвенник могут построить и на нем начать приносить жертвы. Они не хотят? Никто не мешает. So, but they don't want? Дорого. Or it's expensive? They don't care about the expense. Я не думаю, что они там сильно переживают по поводу расходов. You want to talk about expense? Хочешь поговорить о расходах? No, let's talk about expense Поговорим о of offerings. Расходы жертвоприношений. Ezra chapter 3. Ездра 3 глава. Verse 4. Стих 4. Совершили праздник кущи, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. Okay, they have to offer sacrifices according to the number required. И им надо было приносить всесожжение в определенном числе по уставу, то есть согласно с требуемым числом. And what is the number required? А какое требуемое число? Что за Numbers chapter 29. Числа 29 глава. Числа 29 глава. And in verse 12, В 12 стихе. on the 15th day of the 7th month, you shall have a holy convocation. 15-й день 7-го месяца, пусть будет у вас священное собрание. Okay, the 15th day of the 7th month begins the Feast of Tabernacles or Booths. 15-й день 7-го месяца начинается праздник Кущи. Okay, this is the feast that's mentioned in Ezra 3:4. И это тот самый праздник, который упомянут в Ездра 3:4. All right, let's notice what they had to do for this. И давайте посмотрим, что им надо приносить в жертву. Verse 13. Стих 13, числа 29-13. І принесете цілопалення огняну жертву, пахощі люди для Господа. Бички, молодець великої худоби 13, барани 2, однорічний ягнець 14, безвадні будуть вони. All right, and now that's just the first day. Это только на первый день.
А это один человек? So one person or each? No, this is for the nation. Это целый народ. Okay. Now that's the first day. Это только первый день. How long is this feast going to last? Сколько праздник длится? Whole week. Всю неделю. If you go down to verse 17, Если вы стих 17 посмотрите. I mean, we should have somebody doing the arithmetic here. Мне надо, чтобы кто-то тут арифметику провел, посчитал. 81. So 81 animal. Не, по-моему, больше, ты что? 29 только в один день. Нет, 15 часов. Здесь это... 14. So it's 27, 29 animals per day. 28. Well, that's just the first day. 13, 14, 2. Yes. And also, you forgot verse 16, one kid of the goats. Да, но еще это в первый день. Еще не забывайте про козла в жертву. То есть 36. Besides the regular burnt offering. Это помимо сверх всесожжения постоянного. Okay. All right, now in verse 17, on the second day, И вот 17 стих. На второй день 12 bulls, 2 rams, 14 lambs, 12 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев and a goat. и козла. Verse 19. Стих 19. On the third day, На третий день now it's 11 bulls, 2 rams, 14 lambs, 11 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев and a goat. и козла. On the fourth day, На четвертый день 10 bulls, 10 тельцов, 2 rams, 14 lambs, 2 овнов, 14 однолетних агнцев and a goat. и козла. Fifth day, Пятый день 9 bulls, 2 rams, 14 lambs, 9 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев and a goat. и козла. On the sixth day, 8 bulls Шестой день уже 8 тельцов, and the others. ну и все остальные. On the seventh day, 7 На bulls. седьмой день 7 тельцов. Богато, короче. So a lot. That's a lot of animals. Много живут. Это козел отпущения, да, вот этот козел? So the god is this famous god which No, no. you put the This sin is of not the the nation. scapegoat. No. Не, это не козел отпущения. That was on the Day of Atonement, which is in the spring of the year. Козел отпущения это был на день примирения, который весной молодец. Why did the Jews not offer sacrifices today? Ну, почему евреи в наши дни не приносят жертвоприношения животных? Some believe they have to have a temple. Кто-то верит, что им храм нужен. Others believe that there are certain other requirements. For example, the offering of a red heifer. Кто-то говорит, что есть там еще какие-то дополнительные требования. Например, надо в жертву приносить рыжую телицу. You know about the red heifer? Вы слышали? Numbers 19:2. Числа 19:2. Найди такой минимум, да? Яка проблема? Можуть принести рижу? Да, рыжая телица беспородна. So the problem, they could not find such red heifer. Yes. Да. Это вообще не интересно. No, they've been trying for many years now to breed a red heifer, and they believe it cannot have any white or black hair on it. It has to be perfectly red. И они пытались много лет вывести, как через вывести рыжую телицу, и на ней же не должно быть никакого порока, никаких там пятен другого цвета, никаких волос другого цвета. Рыжая должна быть. And they have been trying for many years, Много лет пытались, but have not yet been successful. но пока не получилось. They're very, very close. Они очень близко уже.
But according to Numbers 19, Но согласно числам they had to 19 sacrifice this red heifer, они должны принести в жертву рыжую телицу. and it has to be slaughtered, and you take the blood, И она должна быть зарезана, и вы берете кровь, and the priest would sprinkle this on the items of the tabernacle for worship. и первосвященник разбрызгивает вот эту кровь этой телицы на все, на всю утварь скинии. And then they were to take this heifer and burn it completely, the whole thing. И потом эту телицу нужно взять и сжечь целиком, все сожжения. And then they were to take the ashes from this И потом red heifer, нужно пепел взять с этой телицы. and Святости. then later these ashes could be mixed with water and used to make purification. И позже этот пепел надо смешивать с водой и использовать для очищения. So according to the Jewish teaching today, they have to have this red heifer. It has to be sacrificed. They have to catch its blood. They have to burn it and then use its ashes for purification. И вот согласно еврейскому учению современному, вот до зарезу нужна эта рыжая телица, чтобы сжечь ее, пепел, кровь ей пустить, сжечь, пепел взять для очистительных целей. So they think that without the ashes of the red heifer, they cannot begin any kind of worship according to the law. И они считают, что вот без пепла рыжей телицы невозможно никакое поклонение начать без, такое, чтобы согласно закону было. Они повымирали или что куда-нибудь? So did this red heifer died already? So I'm sorry? did these red heifers died already? So they're mentioned in the law. Раньше проблемы не было. So before that, during the times of the Moses, they did not have problems with getting that red heifer. They had a red heifer. They did kill it, of course. У них была рыжая телица, и они ее действительно убили. So did they have one? Они прикрываются просто этим. So do they use it as an excuse for not starting worshiping? Today they do. В наше время, да. Yeah. Да. They believe that there cannot be proper purification Они говорят, что не может быть, такого подлинного, настоящего очищения without the ashes of this red heifer. без пепла вот от этой рыжей телицы. Apparently they had many red heifers in their history. Очевидно, в течение истории Израиля было много разных рыжих телиц. It wasn't just one. Была не одна. Now, Хорошо. in Ezra, Теперь в книге Ездра they came to the Feast of Tabernacles. They offered all of the animals required. у них был праздник Кущей, они принесли все положенные жертвы. And they offered the regular, verse 5, they offered the regular burnt offering, И стих 5, они приносили постоянные все which was сожжения, daily. They had one in the morning, one in the evening. ежедневные, одно утром, одно вечером, And those for the new moons and all the appointed feasts of the Lord, и в новомесячье, и все праздники, посвященные Господу. as well as people who brought free will offerings. И помимо этого еще добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. So from the first day of the 7th month, they began to offer burnt offerings to the Lord. И с первого же дня 7-го месяца начали возносить все сожжения But Господу. Но the foundation of the temple of the Lord had not yet been laid. а храму Господню еще не было положено основание. So they were able to offer sacrifices То есть они могли приносить жертвы without the temple. без храма. Okay.